Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Labs. Ага. Вентилятор. Сегодня у нас в гостях Евгений, он из города Курск. Он участвует в проекте по разработке инвертора. Помимо эскизного проекта, он уже привез готовый прототип. И сейчас мы вам продемонстрируем его работу. Итак, Евгений, расскажите про свой Uber девайс, про его особенности, ну и прочее. Добрый день. В рамках конкурса был разработан прототип инвертора для демонстрации. Прототип был разработан в основном на базе готовых элементов, то есть были взяты готовые силовые модули, это потом можно будет продемонстрировать, плата управления собственной разработки. Основные характеристики его такие, что максимальное напряжение 400-450 вольт, максимальный ток 400 ампер. Особенностью является то, что можно использовать практически любые интерфейсы обратной связи с двигателя, вплоть до датчики холла, резольверы, энкодеры различные, инкрементальные, абсолютные. Ну, то есть аппаратная платформа позволяет, только дописывая софт, можно экспериментировать с чем угодно. То есть, по сути, получился некоторый такой экспериментальный образец лабораторный, на котором можно все обкатывать. Вот и я могу поближе его продемонстрировать. Корпус был в 3D-системе разработан и напечатан на 3D принтере. Внутри как раз можно увидеть сам силовой модуль. Под ним стоит фильтрующий конденсатор пленочный. Модуль установлен на алюминиевый радиатор, он же водоблок. То есть при необходимости охлаждения можно через штуцеры подать холодную воду и, соответственно, охладить его. Датчики тока выполнены на основе элементов холла, то есть бесконтактное измерение с гальванической развязкой. Сбоку стоит коробок с платами управления. Соответственно, различные разъемы управления обратной связи, отдельное питание, ну и, как обычно, USB-интерфейс, чтобы подключить к компьютеру. В данный момент мы подключили трехфазный синхронный двигатель, это PMSM мотор от Nissan, скорее всего, или Leaf или Not. У него мощность около 60 киловатт и напряжение 300 вольт. Для эксперимента мы всю эту систему подключили через латтер к трехфазной сети. Соответственно, поставили диодный мост, на всякий случай контактор, автомат для размыкания в случае нештатной ситуации. Ну и, собственно говоря, сейчас продемонстрируем, как оно работает. Да, еще для реалистичности была подключена педаль газа. От ВАЗа. От ВАЗа, да. И как бы селектор коробки передач выключена, и как-то драйв и задний ход. Ага. Я хотел бы добавить, что, естественно, под нагрузкой мы не сможем сейчас испытать, так как для этого требуется, нам нагрузить его нечем, для этого требуется стенд. Мы сейчас вот в процессе, нагрузочный стенд в процессе разработки. Когда он будет, я думаю, мы эту систему погоняем очень сильно. Но в данный момент мне очень нравится, что он продемонстрирует, как мы другой двигатель там за несколько минут, за короткое время сможем адаптировать под эту систему. Мы вчера тестировали, мне очень понравилось. Даже пробовали двигатель вот этот вот, как он, DA90, всеми любимый, на обмотке Славянка. Но пока не разобрались с его энкодером, чуть позже, я думаю, мы его подружим. Крутится он крутится, но момент хреновый. Вот. Ну что, давайте продемонстрируем, как у нас чего. Давай сразу там наболтаем. Вот. Это вот такое программное обеспечение здесь для настройки ТД, очень удобное. Многофункциональные, я прям сильно удивился. Вот. На самом деле Евгений занимается разработкой силовой электроники для станочных сервоприводов и ЧПУ систем, поэтому у него так довольно-таки быстро получилось это все адаптировать. Вот. Так, ну что, включаем? Да, включаем. Так, лучше в плоскости опять же не стоять на всякий случай. Да, топим за безопасность. Да. И вот можно продемонстрировать обороты. Как он сейчас, как бы задний ход, он крутится в обратную сторону. И по максимуму у него 6000. 6000, да. Но сейчас мы напряжение чуть-чуть не додали. Сейчас 4600. И, кстати, жрет он при этом сколько? Всего вот сейчас показывает, где-то в среднем 200 ватт. Да, 200 ватт на холостом ходу для такого здорового двигателя это очень неплохо. Никаких вибраций почти нет.
Да, кстати, надо аккуратно, так как у нас гальванической развязки нет, здесь где-то фаза бегает, может треснуть. Да, и, кстати, когда я резко отпустил педаль газа, все-таки двигатель начал немного вырабатывать энергию при выбеге, а так как у нас емкость конденсатора достаточно низкая и никакого балласта нет в виде или резистора тормозного, или еще лучше аккумулятора, то, соответственно, он начал его заряжать, и у нас в постоянной шине начало подниматься напряжение, Да, и система ушла в защиту, потому что она увидела, что больше 380 вольт напряжение скакануло, и решила для безопасности все это дело отключить. Ну, то есть в реальной жизни мы используем рекуперацию на аккумулятор, либо дополнительно с тормозными резисторами, и тогда будет все нормально работать. Но тут главное, что быстро разобрались с резольвером, да, то есть много времени не занял. И вот так он прямо из коробки работает. То есть пока нету стенда, конечно, его нагрузить, он, по идее, киловатт 60 может выдать. Кстати, стоит такой на Авито, ну, не помню, тоже я 10 или 12 тысяч рублей, короче. Приятная, конечно, вещь. Конечно, в продакшн не будешь такие двигатели покупать, но для самоделок это вообще хорошо. Чтобы вы понимали, он какой-нибудь силовой модуль, этот инфинионовский, он, ну, какой-то его аналог новый около 100 тысяч рублей стоит. Это, насколько я там 5, да, грубо говоря. Вот. И прям, как я понимаю, его можно даже, этот контроллер, ну, этот инвертор от 40 вольт использовать. Да. У него, конечно, КПД ниже получается, потому что все-таки здесь ЖБТ-ключи, у них там сопротивление чуть выше. Но если хочется, да, он отлично работает. Вот мы от аккумулятора от 70-вольтового, кстати говоря, вот он лежит, запускали. И как раз как бы рекуперацию проверяли. Да, и все нормально работало, прям очень хорошо дергалось. Я вам хотел сказать, вот у меня есть что-то аналогичное вот такое от китайских братьев, да. Мы вчера разбирали, к сожалению, не засняли, но поверьте мне на слово, там он сделал на основе плиски какой-то, и модуль очень похожий на инфинионовский, ну, прям, ну только китайский, какой-то самопал. И в 1,5 раза меньше размером. Да, и вот это вот наш, сколько он тут по мощности, типа 300 ампер, да? Да, 300 ампер. 300-амперный на сколько там, 336 вольт, какой-то странный, короче, у него этот. Он стоит около $4000, то есть, как бы, в принципе, в нем хрен-то ни хрена, я бы так сказал. Ну и, кстати, это подозрительные амперы, хочется отметить, потому что вот этот модуль 450 ампер, то есть здоровенная вот такая дура. А там вот такой модулек и сколько, почти 350 ампер. Да, ну, короче, китайских ампер, я думаю, ну, попробуем другой двигатель подключить, что насколько адаптируется это все быстро. Вот это вот с Toyota, не помню, как называется, ой, господи, это стартер-генератор, вот. С жидкостным охлаждением, тоже там 300 или 400 вольт с какой-то Toyota. Мне он нравится тем, что его можно на какой-нибудь электробайк поставить прям. То есть они бэушные-то тоже стоят практически по цене металлолома. Вот. Прям ремень на него можно одевать. Да, на Горчаков. Ну или там уж перетащить. Он тоже с резольвером. Насколько понимаю, резольвер намного лучше, чем датчики холла, да? То есть... Да, у него резольвер дает, во-первых, абсолютное значение, а во-вторых, у него разрешение высокое, и за счет этого в любой момент времени, даже настоящем двигателе, мы точно можем знать положение ротора, и, соответственно, мы точно можем поле сформировать для правильного момента. Вот латер. Поехали. Ну, сейчас ток не очень большой стоит. Ага. Был бы побольше, он бы резче подорвался. Да, то есть мы тестировали на большом токе, он хотел со стола спрыгнуть. Ага. Не, в эту сторону неинтересно, надо в обратную. Да. Может, он в обратную кувыркаться начнет. Ага. Да, вот сейчас из-за большого тока. Вот сейчас, да, из-за большой, опять разогнал, резко газ бросил, и на больших оборотах опять выработалось слишком много энергии. Ага. Выключил, сбросил ошибку.
Из него, кстати, генератор, интересно, нормальный бы получился? Да. Он же неплохой, как и генератор, да? Да. Так в электромобилях некоторых стоит два одинаковых мотора. Один в ДВС засунут, а другой к колесам. Так, как бы он получше Вот расположить. кто-то делал, кстати, моцик на вот этом, только перематывали его. Я не знаю, что бояться высокого напряжения. По мне лучше, больше, лучше. Если правильно все заизолировать и подключить, то оно даже воды бояться не будет. Кстати, можно... Покажи, как резольвер. Да, я хочу показать, как резольвер работает. Слушай, а вот это какой-то термодатчик, наверное, да? Вот это какие-то сопли, да, скорее всего. Да, это термодатчик. Сейчас я... Надо, кстати, потом в контроле предусмотреть тоже выход с термодатчика, чтобы он это... А с мотора у него есть заложено. Заложено, Да, заложено. Он меряет температуру модуля и можно подключить... А как, температуру НТЦ там или что? Как резистор напаяешь, да? Да. Там сделан аналоговый вход, а дальше как уже... Прикольно, да, резольвер выдает вообще, ну, грубо говоря, в радианах можно понимать, Да, это, сразу. сколько это. Ну, то есть у нас сейчас два графика. Один это синусная составляющая резольвера, а второй косинусная. Ты вначале расскажи, что такое вообще резольвер. Но я хотел добавить, что кому интересно, может почитать в Википедии на самом ладно, деле. лучше, да, Ну, в давайте общем, это вращающийся трансформатор, который который на своем выходе в итоге формирует два сигнала, это синусный и косинусный. И, соответственно, когда мы вращаем его, да, на одном выходе у нас идет синусоида, на другом косинусоида. И путем простейших математических операций типа арктангенса мы сразу абсолютный угол, точнее абсолютное положение ротора двигателя определяем в любой точке. И вот если повращать, вот сейчас мы будем видеть. Это то, что я рывками вращаю, я не могу. То есть вот виден как раз этот сдвиг фазы на 90 градусов. Вот, да, вот он. Вот, очень точно работает, очень надежно и... Да, самое главное, по сути, это железяка, там обмотки залиты. Это не прецизионная штука, потому что это не какой-то сервопривод, в котором нужно там с точностью до угловых минут или секунд ловить положение. Он тут для коммутации используется. Соответственно, он делается надежно, и его можно ронять, ну, по сути, бить, ему ничего от этого не будет. А тот же самый какой-нибудь оптический энкодер, если сюда поставить, то там уже надо гораздо аккуратнее. Это явно не для машин, точно. Ну да, давайте этот заведем. Да, сейчас мне надо быстренько переконфигурировать его. Это у нас стартер. Перетаскиваем настройки, сохраняем. Делаем перезагрузку. Кстати, у него, наверное, если это стартер-генератор, на нем момент приличный был, чтобы он это двигал. Он же ДВС-ку заводил. Да, я думаю, у него хороший момент будет. Так, здесь на минимуме. Включаем напряжение. У нас 37 вольт, маловато. Сейчас, секунду, дверь закрою. Ну, машинку с 4 двигателями такие сделали. Да, это будет очень такой вездеход. Вот это, Женя говорит, нужно нахреначить, говорит, если нормальное управление, то можно, короче, сделать один контроллер, который силовыми модулями рулит как-то одновременно. Можно, знаешь, чтобы одно колесо внутреннее, например, внешнее быстрее специально крутило, чтобы прям выворачивало ее, короче. О, и так, я думаю, будет хорошо видно, да? Да. Понеслась. Так. Включили. Вентилятор. А тихонечко так работает? Да, я заметил, автомобильный двигатель вообще хорошо работает. И в другую сторону. А это на каком вольтаже? Это всего 80 вольт. Я не знаю, если он высоковольтный, можно давай попробовать попробуем. накатить. Да ну не взорвется. Судя по всему, вольт 300 можно. Давай пока. Да, потом даташит на него Да, почитать. 240 вольт. Да. Сколько оборотов? 5. 5500. Ну и как бы он достаточно резкий. Да. Ну так как это стартер-генератор, он... Ну с резольвером, короче, мне больше нравится, как они работают, чем с холлом. Да. Ну, с холлом нормально работают движки уже на оборотах. То есть смысл в том, что, по сути дела, холл используется, чтобы стартануть двигатель. Ага. А дальше он По обратному ЭДС. по обратному ЭДС работает. Ага. Но система с обратным ЭДС хорошо работает только на БЛДЦ моторах, Ага. как они называются, с ярко выраженными магнитными полюсами. А в основном автомобильные двигатели, они все-таки сделаны по технологии ПМСМ, то есть с распределенной обмоткой, они дают более равномерный момент, все хорошо, но у них по против-ЭДС сложнее ими управлять. Поэтому и ставят резольвер. Ну и плюс резольвер это надежно. То есть
Для машины это важно. Я, очень. кстати, не понимаю, почему китайские двигатели-то вот маломощные ставят с холлами, но не такая же прям большая разница в цене. Или интерфейс реализовать под него сложнее? Интерфейс реализовать сложнее. Плюс это особо не нужно. То есть, например, BLDC для каких-нибудь авиамоделей, еще чего-то, он на месте практически не работает. То есть он всегда на больших оборотах крутится, и там уже все хорошо. Да, вот как Игорь Негода-то пробовал к велику приделать, он пока не растолкает его, Да, вообще момента он нет. дергается как паралитик. Вот. Даже, кстати, вот старые сервоприводы, которые, там часто стоят датчики ходла и энкодер. Причем инкрементальный. То есть суть в том, что по инкрементальному энкодеру он стартануть не может, потому что он пока метку нулевую не поймает, он не сможет надо хотя бы обнулиться. оборот завершить. Один оборот сделать. Поэтому он первый оборот делает по датчикам холла, а дальше уже все. Как бы пока питание не отключишь, он работает по энкодеру. Короче, резольвер самая правильная вещь. Да. Ну, хорошо. Дешево, надежно. Кстати, ради интереса можно крышку скрутить и показать, что такое резольвер. Да, давайте. Вот здесь у него прячется резольвер. Я видел, люди на YouTube их перематывают за чем-то. Вот, резольвер, моторы в смысле. Да, мотор резольвер убирает, датчики холла ставят. Мне кажется, я не знаю, почему люди боятся высокого напряжения. По мне так это проще. Проводки тоненькие, красота. Вот он сам резольвер, если поближе приблизить. Вот там видны, кстати говоря, полюса у него магнитные. То есть, скорее всего, это не совсем классическая конструкция резольвера, скажем так, из Википедии. Она оптимизирована, модифицирована, но вот он вот такой. То есть вот явно виден статор его железа, тоже из пластин набрано, и ротор, тоже железо, и там внутри еще обмотки у него будут спрятаны. Кстати, амплитуда сигнала здесь большая, нет? Амплитуда полвольта получается. Ну то есть она нормальная. То есть нормально, это не надо там какие-то милливольты. Инфоцилограммы. Не надо никакие милливольты тут вытягивать. Ну то есть прям явно хороший сигнал. Явно, да, хороший, мощный сигнал. Короче, вот сейчас подсоединили по-быстрому всеми любимый знаменитый двигатель на обмотке «Славянка». Это ДА-90, он вроде называется. Как бы, я уже не помню, сколько он там, 3 или 5 киловатт заявлено. Но мы нормально его запустить не сможем, потому что у него свой энкодер специфический, а Евгений только сейчас его увидел, этот как бы двигатель, вчера. И как бы, позже, думаю, без проблем реализуем работу этого энкодера. Он здесь вот у него стоит. Да. Вот, как бы. Но сейчас без определения положения просто покажем, что он крутится. Позже мне самому очень интересно, мы соберем стенд нагрузочный и будем гонять их в хвост и в гриву, посмотрим, что из него реально выдернуть можно, какой КПД и т.д. Я не думаю, что он прям какой-то плохой или неплохой, думаю, ничем от других асинхроников не отличается принципиально. Да. Будут у него свои те же болячки, как бы на низких оборотах малый момент будет, как бы, но они дешевле, в нем ничего нету. Вот. Давайте продемонстрируем. Сейчас мне его развернуть. Чуть-чуть, да. В эту сторону. Да, кстати, это у нас же асинхронный мотор, поэтому сейчас он, в принципе, работать будет в режиме китайского частотника. Ага. Так, ток подали. Какой-то момент у него есть, он так. Да, момент есть. Опять мне надо перегруз, не? А сколько оборотов у него? Мало, да? Мало оборотов, у него что-то порядка... он даже сейчас... я не могу... Но он еще многополюсный, поэтому здесь сейчас у него где-то, наверное, скорее всего, 870 оборотов. Он как скольки? Четырехполюсный, что ли, получается? Наверное. Надо почитать, на него есть даташит. А мы на какое напряжение сейчас толкаем? Сейчас 140 вольт. Я не помню, кстати, напряжение-то там не это... Да, у нас, говорю, ни характеристики, ничего не известно, поэтому так, примерно наобум я подобрал параметры, чтобы его просто запустить, погонять, и все. Да, это неправильно, мы потом его нормально сделаем. Вот. Так, господа, теперь подключили мотор, как вроде типа для скейта. Там, это похож на авиационный аутранер, на авиамодельный, но только с датчиками холла. Показываем, что можно любую хрень, в принципе, приделать, лишь бы было 3 фазы и какими датчики положения. Даже можно и просто двигатель постоянного тока приделать, и тоже работать будет. Кстати, очень хорошо, у меня может быть подобная вещь для стартера на турбине. Он же может плавно ему раскрутить его с ограничением тока. А то там приходится 1400 ампер. Контактор ставить. Да, не контактор, мы такую бедную шину зажимали. Полезная вещь будет. Вот. Давайте продемонстрируем, как это работает. 36 вольт на него дали. Он здесь кривой, косой.
Он плавно, в принципе, работать не может. Да. У него дребезжат подшипники. У него вау, так. Да. Ну вот. А сколько он, кстати, в холостую жрет? Мне интересно, стоит его пробежал. А тут сложно. У него он неправильно на этом моторе мощность не очень корректно считает, поэтому это можно не снимать, он отрицательную мощность показывает. У него очень низкая индуктивность в обмоток, поэтому конкретно под этот мотор мне пришлось некоторую компенсацию сделать. А эта компенсация, она уже после, скажем так, взятия значений напряжения идет, поэтому он немножко некорректно показывает. Вот. Ну и так, господа, мне кажется, этот проект по инверторам лидирующий. Но сейчас посмотрим, буду изучать досконально остальные проекты. Но я думаю, сделаем и второе место. Вот, как бы, потому что мне очень все нравится. И главное, это готовый прототип уже, можно сказать. И до продакшена тут не очень далеко. Есть свои моменты и т.д. Как вы видите, инвертор получился очень универсальный. Мне это очень нравится. Посмотрим, когда сделаем стенд, как это все под нагрузкой будет работать, под серьезный киловатт 60, тогда уже, ну скажем, нормально. Но это больше будет зависеть от силового модуля. Если его охлаждать, как бы все нормально будет. То есть с управлением, может, там чуть подшаманить придется. Но для этого придется сделать просто на 60 киловатт, никаких латеров не напасешься, это надо где-то 100 КВА, чтобы было, и придется собрать батарею, хотя бы небольшой мощности, небольшой емкости, но с приличным током. Ну вот, и нагрузочный стенд. Вот, мне очень понравилось, я думаю, все будет замечательно. Как говорится, могут, когда захотят. Вот, что я хочу сказать по подведению итогов конкурса. У нас просто в связи тут все болеют, как бы Иван заболел, а так как он тоже у нас, скажем, в судейской комиссии стоит, без него мы все тоже порешать не можем. Я надеюсь, он хоть за неделю выздоровеет. Вот. Мы помним о своих обязах, так скажем, подводим итоги, подождите недельку, максимум 10 дней, и мы выявим победителей. Короче, заявок пришло много, многие ни о чем, но есть некоторые прям очень хорошие проекты. Я все эскизные проекты чуть попозже выложу на сайте dplabs.ru, вы сможете с ними ознакомиться. Всего хорошего, подписывайтесь на канал, поделитесь лайками, до свидания.